Солнце медленно садилось, когда отец собирал свои вещи. «С тобой все будет в порядке, дорогая. Я скоро вернусь», — сказал он своей взволнованной дочери. Та молчала и прятала глаза, подозрительно косясь в сторону родительской спальни. Вот уже несколько месяцев ее обитателями были отец и его новая супруга, Жанна, которой совсем не нравилась девочка. Она постоянно задевала ее, когда отец не видел, говорила мерзкие вещи о ее внешности и характере, однако Алиса даже не думала жаловаться отцу. Для него Жанна стала долгожданной отдушиной после смерти любимой жены. Поэтому Евгений даже не догадывался о подлых проделках новой возлюбленной и с чистой совестью собирался в рабочую поездку. Он крепко обнял дочь, поцеловал Жанну и уехал, так и не заметив странный взгляд, который та кинула на сжавшуюся у дверей Алису. Через несколько дней Жанна предложила пойти на прогулку в лес. «Это будет наша маленькая секретная вылазка. Ты согласна?» — мягко спросила она. Девочка отреагировала на это предложение с подозрением. В лесу быстро холодает в это время года, да и для грибов было уже поздновато. Однако деваться ей было некуда. В полной тишине мачеха и падчерица доехали до лесной окраины, затем вышли из машины и отправились гулять по сосновой глуши. Сначала Алиса даже расслабилась. Они шли, не сворачивая с тропинки, а Жанна весело и беззаботно хохотала, рассказывая девочке истории о своей юности. Погружаясь в эти увлекательные рассказы, девочка и не заметила, как под ногами закончилась дорожка, а задорная улыбка Жанны из дружелюбной превратилась в пугающую. «Послушай меня внимательно, девочка», — вдруг сказала мачеха, нагибаясь к Алисе. Ее глаза мерцали странным светом. «Знаешь, дорогая, мне лучше вернуться домой одной и рассказать отцу, что ты неожиданно начала вести себя странно. А после этого сбежала, как я не старалась тебя остановить. Мы даже поищем тебя какое-то время, а затем, когда не найдем, я твоего отца утешу. А после родим собственных детей. Как тебе идея?» произнесла она с ухмылкой, а затем резкая боль в затылке застала девочку врасплох. В глазах потемнело, и мир погрузился во тьму. Сумерки окутали лес, когда молодая волчица, вышедшая из логова в поисках добычи, бесшумно бродила среди высоких сосен. И вот среди этой тишины волчица услышала слабый, тревожный плач. Ее уши мгновенно поднялись, словно слушая зов безысходности. Она отчетливо уловила запах человека. Маленькой девочки, потерявшейся в этом безжалостном пространстве. Мгновенно ощутив инстинктивное желание защищать потомство, волчица направилась к источнику звука. И вот среди зарослей она увидела человеческого детеныша, замерзшего и потерянного. Ее глаза излучали страх, словно она уже предвкушала приближение смерти. Волчица приблизилась медленно, как будто боялась разрушить это хрупкое равновесие момента и окончательно спугнуть ребенка. Прильнув к девочке, волчица ощутила ее лихорадочную дрожь и слабый пульс. Она облизала ее лицо, словно хотела умыть от налипших сосновых иголок. Волчица укутала девочку своим теплым телом, как покрывалом. Ее черные глаза излучали материнское умиротворение, словно она говорила: «Все в порядке, ты в безопасности». Для Алисы же волчица, лежащая рядом с ней, изначально вызвала неподдельный страх и беспокойство. Однако по мере того, как девочка приходила в себя, она почувствовала благодарность и облегчение, понимая, что волчица не желает ей зла. Когда девочка окончательно пришла в себя и обрела силы, волчица, словно понимая, что время пришло, мягко дотронулась до ее одежды. Почувствовав пульс ее сердца, волчица поняла, что настало время проводить девочку к безопасности человеческого мира. Итак, они медленно двинулись через лес. Волчица всегда оставалась внимательной, продолжая охранять девочку, пока они не добрались до края леса. Там, в свете огней деревни, волчица нежно подтолкнула девочку вперед, направляя ее к людям и безопасности. Уже без волчицы девочка медленно приблизилась к двери ближайшего дома и робко постучала.
Дверь открылась, и перед девочкой открылась уютная гостеприимная обитель. Люди в доме сразу приняли ее, привели к камину и накормили горячим супом. После того, как девочка немного отогрелась, один из добрых людей дал ей телефон. Девочка с трепетом набрала номер отца. Ее голос был тихим, но полным надежды. От звука родного голоса ее сердце застучало сильнее, а глаза наполнили слезы радости. Отец же еще до звонка дочери был наполнен отчаянием и тревогой, словно должно было произойти что-то плохое. В конечном итоге, не выдержав дурного предчувствия, он не смог доехать до места командировки и резко развернул машину, направляясь домой, где его встретила заплаканная Жанна. Она старательно отыгрывала заготовленную ложь, рассказала Евгению, что его дочь убежала, не собрав вещей, и Жанна не смогла ее найти. Эти новости стали ударом для любящего отца. Он, стиснув зубы от ярости и беспокойства, велел жене не уходить далеко от телефона, а сам позвонил друзьям и в полицию. В этот момент он услышал заветный звонок. Распознав в трубке голос дочери, отец почувствовал, как огромный камень упал с его сердца. «Папа, это я», — тихим, дрожащим голосом прозвучали слова девочки. «Тетя Жанна бросила меня в лесу». Не бросая трубку и разговаривая с ребенком, отец бросился к машине и отправился по названному адресу забирать дочь. Прежде чем покинуть дом, отец столкнулся с женой и, вложив в каждое слово весь тот гнев, что овладел им, закричал, что по их возвращению даже духа женщины не должно быть в его доме. Жанна сжалась, испуганно глядя на мужчину, но не сказала ни слова. Евгений ехал по пустынной дороге и по телефону слушал невероятный рассказ Алисы. Слова его маленькой девочки, наполненные чистой и неподдельной благодарностью доброй волчицы, которая согрела ее и вывела из леса, отпечатывались в его памяти. Подъезжая к деревне, отец увидел одинокую серую фигуру, стоящую за деревом. Внезапно его сердце сделало невольный скачок, и он ощутил сильнейшее чувство благодарности и умиротворения. Он понял, что это та волчица, что спасла его дочь от неминуемой гибели. Мысленно он сказал спасибо этому зверю, который оказался гораздо добрее, чем многие люди, и поклялся, что никогда не забудет этот момент. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.